И привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Из прошлого своего видео, кто за мной наблюдает. Так, ребят, кто новенький придет, не пугайтесь. Переболел немножко короной, что ли, или чем-то таким. Точно корона была, в смысле, не чем-то таким, именно корона бывает. И все уже восстановилось. Вот сейчас с кашлем только осталось разобраться, но время, поэтому, в общем, терпите. Переходим на наши графики. Еще раз говорю, извиняюсь за кашель, который будет, поэтому не обращайте внимания. Прошу отнестись к этому с пониманием. Все. Так, во-первых, сразу показываю из прошлого видео, прошлые мои сделки, да, вот мы наверх залетали. Здесь у нас Атлант подсказывал, что пойдет лонговое движение, цели были. Потом разворот, и кто-то, может быть, еще до сих пор с разворота отсюда зашел и вниз держит эти позиции. Там лонг закрывал. В видео, кто смотрел, говорил тоже вот это накопление, что будет, скорее всего, пробитие вниз пойдем. Но все еще зависит у нас от, смотря какой новостной фон будет, да, и насколько вниз нас потянут. Ну, вроде эти выходные, я хоть всегда говорю, ребят, на выходных не торгуйте, но эти выходные более-менее проходят плавно, то есть просто тянут в бок. Все ждут новости. Дядька подсказал, у нас на 3-10 пройдет экстренное закрытое заседание ФРС. Нужно будет посмотреть, что они там, тема обсуждения сходки, да, буржуев, манипуляторов, неизвестно. Ну, посмотрим, да, к чему они это приведут. Так, мои позиции, вставал я то, что по Атланту в шорт. Все сделки перевел в безубыток. Единственное, одну крупную сделку свою перевел в безубыток, но плюс 30%, то есть пониже отпустил. Посмотрим. Все позиции перевел. Так, ребята, кто из закрытой группы, еще раз, если вы уже прочитали, перевели, отлично. Если не читали, в общем, переведите стоп, поставьте стоп просто в безубыток по плюс 10% к каждой позиции, защитите себя. То есть вам в любом случае, там, смотря сколько вы открывали, чтобы немного заработали. Но и мы можем эту сделку очень хорошо проработать. Так, завтра у нас на 3 число, понедельник, да, 3 октября, это у нас завтра. И у нас будет индекс деловой активности. Все это дело отметил на графике. Так, у нас получается из важного индекс деловой активности в производственном секторе PMI. Это у нас по... Так, секундочку. Так, это у нас английский фон. Это у нас по Великобритании завтра в 11:30. И США в 17:00 выйдут данные. Здесь ожидаю тоже повышения волатильности. Здесь заходили в позицию, и окно повышенной волатильности. Но если вот посмотреть внимательно, да, то где у нас получилось окно? Окно у нас сместилось вот сюда. Вот здесь у нас была повышенная волатильность. То, что они выскочили назад, пошли здесь вот позбривали. И было вот это накопление. Я его, правда, проспал, потому что здесь можно было немного, но вот этот ход, когда пошли вверх, можно было еще сделки взять, потому что дополнительные открывать сделки, потому что видите, да, какие тут тоже развод пошел, и фитилями пошел сильный откуп, и фитили отрисовали, и все, и поехали вниз. И опять же, вот этот важный уровень у нас 19300 удержался, то есть вот он у нас здесь проходил, он у нас вот отсюда шел, я его сюда передвинул дальше. Из этого накопления у нас цена вышла,
шла в бок и пока вниз, да, спустились. То есть сейчас вот этот уровень 19300, он как важный идет. Если кто-то будет сейчас отсюда брать сделки в шорт открывать, стоп поставить обязательно на 19300 и и стоп, смотря какие позиции вы будете открывать, да, если большую позицию открываете 19300 и потом смотреть, потому что могут загнать наверх на 19400 и возможно отсюда перезайти придется. Но нужно смотреть, пока немного не ясно, что они здесь пытаются выстроить. Идем в таком канале, расширяющийся клин. Ну, в общем, сейчас посмотрим, если будут тянуть к этой трендовой, да, как мы от нее опять будем отбиваться, либо уже клин готовится, который... Но опять же, здесь нету накопления нормального, да, но видно, что идем в боковике, и обычно вот такой клин выбивают вниз. Поэтому я ожидаю все равно вот здесь, опять же, отскок от этой трендовой, да, и продолжение движения. Так, у нас из вот этого накопления были цели, верхняя цель и нижняя. Верхняя это у нас 20600 и нижняя это 18400. То есть моя основная цель, ну поскольку вы уже видите, да, что мы пробили здесь, пошли вниз, то есть моя основная цель на данный момент на 18400. Когда она будет достигнута, пока не ясно, ну возможно вот как раз вот в этой торговой сессии это Америка-Китай, Америка-Китай, то есть за две сессии посмотрим, как они это. Я думаю, что уже где-то здесь будет развязка и сходим. Возможно, даже на Китае сделают. Ну, сейчас Америка подключится. Посмотрим сейчас, кстати, как они отторгуют. Но сейчас выходные. В общем, надо будет следить за этим моментом. Так, эта цель достигнута была еще вот здесь. А эту мы переставляем тоже. Это у нас по фибе было вымерено. Ладно, я ее уберу. У нас есть основная. И смотрите дальше, если смотреть дальше по уровням Фибоначчи, где у нас, вот она нижняя часть, верхняя. Смотрите, это у нас вот 78%, да, и мы обратно к этому уже возвращаемся, к 61,8, и скорее всего будет это пробитие, да, вниз, и с пробитием 18800 цена пойдет к вот этому уровню, и я сделки две сделки закрою, большую крупную закрою, а две сделки оставлю и еще буду добавлять, посмотрю, как здесь расторгуется, еще буду добавлять, потому что основные цели по уровням по фибе это 138%, и по одной вымеренной фибе главная цель у нас получается вот здесь. Вот она. Это у нас уровень 17600. Но по вот этому накоплению цель 17400 даже. Но я полагаю, что на 17600 цель график, если опустится, да, сюда, то здесь мы остановимся и, возможно, как фитилем на 161% по Фибоначчи сходит, фитилем коснется, да, вернется обратно и будет здесь накапливать новую позицию. Обратите внимание, у меня вот этот момент, да, он уже давным-давно здесь, вот этот канал отрисованный, и я ожидаю, что сюда придет цена, это у меня зона накопления, то есть здесь буду потихонечку уже начинать дополнительно откупать биткоин. Это одна зона для накопления, и на пробое, если пойдем ниже,
Сейчас передвину. Долго это все передвигается, так, блин, немножко неудобно. Ну и, в общем, последующие цели, это у нас еще старая, отмеченная по уровню Фибоначчи, по большой Фибе, это у нас в районе 14 800 долларов. И 14 100, ну да, 14 100, 14 200, в общем, вот она, еще область накопления. И после достижения этих целей, последняя, самая основная, это 12 222. То есть здесь буду уже конкретно, если мы сюда придем, то там нужно уже конкретно добирать позиции и накапливать. Потому что пробой, будет ли пробой 12 222, тут скорее всего будут прям сильные разводы. Можно будет посмотреть, надо будет посмотреть, как, что здесь буду делать. Если будут сильные отскоки от этого уровня, то часть закрывать выше и ждать еще даже пробоя потом 12 тысяч, смотря как буду здесь себя вести. То есть если пойдет такое накопление, опять же, тогда можно ждать 19 666, еще цель есть туда ниже, и другие. Ну, в общем, пока гадать, что мы туда улетим, то нас могут еще и отсюда развернуть вполне, да. Посмотрим, все, идем потихонечку. Просто я сказал, что я буду делать. Я буду откупать здесь часть, выводить на холодные кошельки ниже, ниже. А пока мы туда идем, зарабатываем на шорт позициях, на шорт приказах. Так. В общем, все понятно, да? Сейчас у нас по Атланту. Атлант нам дал шортовый, еще один шортовый сигнал, да, на пробой важной этой трендовой. И пока мы по ней торгуемся, отретестили, да, и пока вот это все движение, ожидаем выход гораздо ниже. Все, заход был по Атланту. Разворачиваться тоже буду по Атланту, но пока не придем к моей цели, то есть закрою позицию на цели, а дальше уже буду смотреть, какое будет накопление. То есть ожидаю на понедельник, вторник какое-то хорошее, сильное движение. Возможно, опять же, еще раз говорю, сейчас вынесут стопы и уйдут вниз. Что такое? Они любят это делать. Но при выносе стопов, если до моих позиций не дотянемся, то еще буду смотреть, откуда добирать позиции в шорт вставать. Еще дополнительные позиции шортовые открывать буду. Посмотрим. Ну, смотрится все это дело очень так шортово. Так. Сейчас тут небольшой отскок пошел, да, по МС-ке. Здесь у нас на часовике. На часовике что мы видим? Тоже Атлант шортовый. И на часовике МС-ка, ну, в такой зоне. RSI-ка, да, RSI-ка с дна чуть-чуть тоже поднялась. Ну, сейчас по-хорошему потянуть в бок им. RSI чуть приподнять и пойти пробивать вниз, уходить в зону перепроданности. Так, что касается у нас здесь зона поддержки сопротивления идет на уровне 18 900 и 18 780, ну 18 800, 18 900, 18 800. Давай-ка вот сюда вот поставим. Это у нас где цена, скорее всего, остановится для передышки и накопления нового. И отметим ее 18. Это, скорее всего, 888. Нас здесь остановят. Тихо, лишнее. Так, все. 18 900 отмечать не буду. Так, а из старых позиций... ну и вот это 18 400, да, у нас нижняя грань. Как раз у нас куда цель. Ждем вот сюда. Вверх нас могут поднять. У нас вот эти уровни, получается, 18 400, да, я говорил. Стоп поставить. Даже 18 416, 18 420 желательно стоп поставить. Это у нас вот здесь 18 420. Это у нас стоп. Кто если будет заходить? Так.
Давай мы его серым поставим. И точечная пунктирка, да, вот такая. Нет, непонятно. Серый просто оставлю. Ребят, кто работает с нами, с Атлантом, сначала вроде кажется, что ничего не понятно, но если внимательно посмотреть, откуда что отрисовано, по этих уровней можно спокойно определяться. Так, фибу я убрал. Фибу сами можете раскинуть, посмотреть. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Если вы смотрите на TradingView, чуть ниже опуститесь, там внизу есть как нам подписаться. Если вы хотите попасть ко мне на графике с искусственным интеллектом, с отрисовкой всех этих значений, всех этих уровней, откуда вставать в шорт-позиции, понимать, куда рынок идет, позиции свои защищать, ставить стоп-приказы, да, вот мы сейчас сидим в позициях, наша группа, позиции открытые, хорошо ушли в плюс, стопы переставили в безубыток и ожидаем продолжения движения. Я лично ожидаю вниз, кто-то ожидает вверх, как всегда. Всегда на рынке будут одни медведи, другие быки. Ничего нового. В общем, подписавшись на графики с искусственным интеллектом, вы получаете... Так, не могу переключить, что у меня опять вы не в сети, рынки открыты, не в сети момент. Сейчас даже не знаю, запись шла или нет. Интернет тут иногда прерывается. В общем, сейчас подключилось, вроде все заработало. Да, переключиться сейчас не могу. Ладно, лишь бы это все загрузилось, все это дело. В общем, подключаясь на графике с Атлантом, вы получаете 4 таймфрейма. Это там слева это дневной, 4-часовой справа, да, внизу часовой, 15-минутный. Каждый таймфрейм вы можете открыть на больший экран, как вот у меня сейчас открыт часовой таймфрейм. В общем, с этим разберетесь. Если что-то будет непонятно, всегда можете мне написать или в группу, и вам ребята помогут. И помимо того, что вы получаете вход на графике с искусственным интеллектом, да, который подсказывает, когда входить в лонг или в шорт позиции, вы еще получаете доступ в закрытую группу, где мы с ребятами переписываемся, обсуждаем, какие движения дальше. И ребята показывают свои сделки, да. Вот кто у нас там лонг брал. Ашка молодец, да, у нас, как всегда, шорт. Андрей вот тоже тут молодец. Опять заработал. В общем, все как всегда. Идем в нужном направлении. Даже если все это дело будет сильно разворачиваться, мы тоже развернемся и пойдем потихонечку в другую сторону. Все, подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. И переходим на биржу BingX. Ребята, торгуйте на бирже BingX. Все остальные биржи, они срывают ваши позиции. Сколько я смотрел, еще раз повторяюсь, что биржа Binance, у них свой какой-то график. Да, они, конечно, привязаны к основному графику. То есть они всегда показывают основную, да, вот сколько сейчас цена идет на Binance. Но если отсюда встать на Binance в позицию шорт и поставить стоп, например, да даже вот сюда, на 19500, они обязательно сходят, выбьют ваш стоп, и цена уйдет вниз. Я не знаю, как они так делают. Вернее, я знаю, как они так делают. В общем, торговать на Binance очень тяжело. Ну, конечно, да, если цена сходила на 19400, а стоп у вас 19500, они, может быть, не дотянутся, но чаще всего, как практика показывает, что они всегда дотягиваются. На бирже BingX такого нет. Как подписаться на биржу BingX, вы ее можете найти у меня в телеграм-канале BitAtlant, нажав на любое закрепленное сообщение, внизу на биржу BingX подписаться. И торгую я из терминала TradingView. Внизу торговая панель.
И вот на бирже Binance подключаем, логин, пароль свой вводим и торгуем прямо из этого терминала. Это встать в лонг, это встать в шорт. Разбирайтесь.